Добрый день, в эфире информационная сводка. В Минобороны прокомментировали взрыв в Таганроге. В ведомстве уточнили, что Киев ударил переоборудованный в ударную ракетой С-200 по жилой инфраструктуре города. Ракета перехвачена в воздухе, на территорию города упали ее обломки. После совершенного Киевом теракта в Таганроге повреждено несколько зданий, а также имеются пострадавшие среди мирных жителей. Украина практически потеряла суверенитет. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Существование Украины и дееспособность ее армии держатся исключительно на западных средствах, добавил политик. По словам Орбана, страна, которая не имеет финансового дохода и не может обеспечить своих граждан работой, не суверенна. Финляндия с 1 августа прекращает прием заявлений на выдачу виз в Петербурге, в том числе через визовые центры. Остается только посольство в Москве. Сенат США одобрил собственный проект оборонного бюджета на 2024 год. В поддержку проекта бюджета объемом более 880 миллиардов долларов высказались 86 членов Верхней палаты Конгресса против 11. Палата представителей США, в свою очередь, ранее в этом месяце одобрила законопроект о расходах на оборону в 2024 финансовом году в размере 886 миллиардов долларов. КНДР впервые показала на параде ядерный подводный беспилотник Хейль-1. В марте агентство Ренхап сообщало, что Северная Корея провела его испытания. Он находился под водой более 40 часов. Сергей Шойгу в столице КНДР Пхеньяне принял участие в торжественных мероприятиях, которые были посвящены 70-летию победы корейского народа в Отечественной освободительной войне. Шойгу на торжественном заседании обратился ко всем участникам и поздравил их с годовщиной победы, а также зачитал поздравления от имени президента Российской Федерации Путина. Министерство обороны Британии по ошибке отправило в Мали доклад о разработке гиперзвукового оружия. Это произошло из-за опечатки в написании идентификатора страны-получателя. По данным газеты «Таймс», сообщения должны были поступать Пентагону. Газета уточнила, что большая часть этих писем не содержала представляющую угрозу безопасности Великобритании информацию, а состояла из сведений об отпусках сотрудников Минобороны или Министерства иностранных дел Королевства. Тем не менее, среди отправленных по ошибке писем были и те, что содержали детальное описание британских исследований о гиперзвуковом оружии. Польша увеличит численность своих войск почти вдвое. Сегодня их армия насчитывает 172 тысячи воинов, но в будущем их будет 300 тысяч, а количество дивизий с 3 увеличится до 6. США намерены начать поставки танков «Абрамс» на Украину в сентябре. По информации издания «Политика», в августе Штаты планируют отправить несколько боевых машин такого типа в Германию, где военная техника пройдет модернизацию. Как только этот процесс завершится, первая партия «Абрамс» поступит на Украину в следующем же месяце. Прежде чем украинские военные смогут приступить к использованию этих танков на поле боя, им предстоит пройти примерно 10-недельный курс подготовки.